Японский волк Хонсю. Самый маленький волк в истории, размером с собаку. Фермеры их обожали. Волки убивали оленей и спасали урожай. Потом пришла эпидемия бешенства. Люди испугались и начали травить их ядом. В 1905 году убили последнего. Осталось только 5 чучел в музеях мира. Монгольский волк – священное животное степей. Считается потомком самого Чингисхана. Живет в пустыне Гоби, где от минус 40 до плюс 40 градусов. Охотится стаями на газелей и даже верблюдов. За ночь проходит до 60 километров, а его грозный вой слышен за 10 километров. Эфиопский волк – огненно-рыжий хищник Африки. Живет выше 3000 метров в горах Эфиопии. Охотится на гигантских землекопов, грызунов размером с кролика. Это самый редкий псовый в мире, осталось меньше 500 особей. Вымирают от бешенства, которое переносят бродячие собаки из деревень. Александровский волк – черный призрак островов Аляски. Меньше обычного волка, но свирепее, убивает оленей вдвое крупнее себя. Плавает между островами, ныряет за рыбой, как выдра. Осталось всего 900 особей на архипелаге Александра. Лесорубы уничтожают их последнее убежище. У аравийского волка огромные уши, как у радара, слышат движения за сотни метров и спасают от жары. Он может неделями жить без воды, получая влагу из крови добычи. Когда-то их было 1000, теперь они почти исчезли из-за браконьерства и из-за людей, которые уничтожали их ради защиты скота. Рыжий волк – самый вымирающий хищник Северной Америки. Всего 15 особей в дикой природе, меньше, чем панд. Был обычным от Техаса до Флориды. Люди почти уничтожили их ядом и пулями. Это наполовину волк, наполовину койот. Уникальный природный гибрид возрастом 1000 лет. Восточный волк меньше западных гигантов, но хитрее. Те валят лосей, он ловит быстрых оленей в густых лесах. Это гибрид волка и койота, созданный природой 900 лет назад. Люди уничтожили 97% их территории за 100 лет. Оставшиеся 230 пытаются выжить в лесах Канады. Индийский волк – противоположность северным гигантам. Короткая шерсть вместо густой, охотится один вместо стаи. Выживает плюс 45 градусах в пустыне, гонится за антилопами часами. Живет рядом с людьми, но почти не трогает скот. Осталось только 2000 в Индии. Британцы почти уничтожили их. Итальянский волк – живая легенда Рима. Тот самый, что по преданию вскормил Ромула и Рема. Люди почти стерли его с лица земли. К 1970-м осталось меньше сотни. Но он смог выжить и возродиться сам. Сегодня их уже больше 3000, и число растет каждый год. Степной волк спасает степи от превращения в пустыню. Без него сурки и суслики съедят всю траву за несколько лет. Охотится на грызунов, контролирует их число. Следует за мигрирующими стадами, проходя десятки километров за ночь. Выдерживает минус 40 зимой и плюс 45 летом. Волк Эзо вдвое больше своего южного родственника. Огромные клыки, но охотился на оленей, людей не трогал. 1868 год. Фермеры принесли отравленные приманки со стрихнином. За 21 год убили всех. 1889. Последний мертв. Вид исчез. Арктический волк не боится людей. На них никогда не охотились, можно даже подойти и погладить. Выживает при минус 50 градусах, охотится по слуху и запаху в полной темноте полярной ночи месяцами. Валит овцы быков стаями по 5-10 волков, потом неделями голодает до следующей охоты. Иберийский волк Испании, единственный с черными отметинами на лапах. К 1970-м осталось 400, почти вымер от рук охотников. Закон запретил убивать их, популяция выросла до 2500. Меньшая стая, чем у северных, всего 3-6 волков охотятся вместе. Волк Великих Равнин – легенда американских прерий. Индейцы говорили, 3 волка убивают любого бизона. Следовали за миллионными стадами от Канады до Техаса. 1878 начали платить за каждого убитого. 1992 последний застрелен. Вид навсегда исчез вместе с бизонами.
Волк скалистых гор бежит 60 километров без остановки. К 1930-м истреблен ядом и ловушками. 1995 вернули 66 в Йеллоустоун, природа ожила. Олени ушли, деревья выросли, реки изменили русло. Сегодня их 1600, волки спасли экосистему. Мексиканский волк, самый редкий в США. К 1970-м полностью вымер в дикой природе от яда и охоты. Осталось 7 в неволе. Начали разводить, спасая от исчезновения. 1998 выпустили первых обратно в Аризону. Сегодня 257 живых в дикой природе, каждый на счету. Туманный волк побережья Канады. Один из самых скрытных хищников Земли. Его почти никто не видел. Он ловит рыбу лапой, как медведь, ест морских птиц и плавает между островами до 10 километров без остановки. Это единственный морской волк в мире. Вырубка лесов и охота сократили популяцию до 2000 особей. Евразийский волк – самый распространенный на планете. Живет от Западной Европы до Дальнего Востока Азии. Западная Европа истребила их к концу 1800-х полностью. Восточные популяции выжили и начали расширяться на запад. Сегодня волки вернулись в Германию, Францию, Нидерланды после века отсутствия. Гималайский волк живет выше всех на планете. Охотится на высоте 5000 метров в Тибете и Гималаях, где воздуха почти нет. Генетически уникален, отделился 800 тысяч лет назад от других волков. Меньше 1000 особей осталось. Браконьерство и конфликты со скотоводами убивают их. Черный волк Флориды. Один из крупнейших на юге. Полностью черная шерсть сделала его узнаваемым издалека. Жил в болотах, охотился на оленей и кабанов. Поселенцы считали угрозой для детей и скота. Началась охота. 1908 убили последнего. Один из первых вымерших волков Америки. Волк каскадных гор с уникальным рыже-коричневым окрасом. Охотился в горах от Канады до Орегона на лоси и оленей. 1940-й истреблен кампаниями уничтожения хищников. Признали отдельным подвидом в 2005-м, через 65 лет после вымирания, когда изучать было нечего. Северо-западный волк – крупнейший живой волк на планете. Весит до 80 килограмм, сила укуса как у льва. Живет в стаях до 30 членов, мировой рекорд среди волков. Охотится на огромных лосей, бизонов и овцебыков. Сегодня их почти 10 тысяч от Аляски до Канады. Бледно-серый волк Гудзонова залива, арктический охотник, такой же крупный, как северо-западный, но светлее окрасом, почти белый. Живет в суровой канадской тундре, охотится на карибу стаями. Спринтер, разгоняется до 65 км в час по глубокому снегу. Лабрадорский волк, третий гигант севера. Живет на полуострове Лабрадор в Восточной Канаде. Серо-белая шерсть для маскировки в заснеженных лесах, охотится на карибу, которые мигрируют через полуостров тысячами. Благодаря удаленности от людей сохранил стабильную популяцию. Ужасный волк, не выдумка из «Игры престолов», реальный хищник. Жил 10 тысяч лет назад рядом с мамонтами и саблезубыми тиграми. Укус в 3 раза сильнее льва, дробил кости бизонов и доставал костный мозг. Вымер с мегафауной, но ученые смогли воскресить его клонированием. Кинайский волк, один из крупнейших в истории с поднятой головой ростом с человека. Жил на полуострове Кинай на Аляске, охотился на гигантских лосей. 1895 нашли золото, золотоискатели пришли с ядом. К 1915-му истреблен полностью, осталось только 5 черепов. Волк Бернардо – самый высокий волк за всю историю планеты. Белый, с черной полосой вдоль спины. Уникальный окрас Арктики. Жил на удаленных островах Канады, охотился на карибу. Охотники за дорогими шкурами уничтожили всех за 34 года. К 1993-му исчез полностью. Ни одного волка, ни следа.